Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Хочу еще поделиться с вами результатами своего ухода. И вот смотрите, моя белая орхидея. У нее растет вот это старые цветоносики. Смотрите, на старых цветоносах вот один цветоносик начал расти с одного старого цветоноса. Вот второй цветоносик начал расти со второго старого цветоноса. А кроме того, смотрите, растет совершенно новый цветонос. То есть у орхидейки одновременно начали расти 3 цветоноса. Но и это еще не все. Смотрите, при этом растут и маленькие корни. Вот по их размеру видно, что они появились совсем недавно, вот как и этот цветоносик. В то же время вот есть старые корни, они тоже, видите, какие стадии роста, их здесь очень-очень много. И вот смотрите, с другой стороны. Но про эти корни я скажу так, они были и до полива орхидей. Вот этим препаратом монокалий фосфат, монофосфат калия, без разницы, как он будет называться, до этого. Какой делаем вывод? Ну, это уже проверено мной не первый год, поэтому смело об этом говорю. На вот этом препарате здесь два главных, видите, составляющих – фосфор и калий. Именно то, что надо для роста корней и цветения орхидеи. Я вам показывала, как готовлю свои орхидеи к периоду цветения. И вот сейчас у моих орхидей, ну, в принципе, одинаковые. Вот такого где-то размера цветоносики растут. Я вам уже показывала. Так, здесь малюсенькие цветоносики. Вот эту свою орхидею, которая одновременно проросло 4 цветоноса. Ну, к сожалению, я один сломала. Вот видите, раз цветоносик. Вот второй. Так, как его выловить? Не хочу лишний раз трогать, чтобы не сломать. Вот второй цветоносик растет. Вот третий, ну четвертый, как я говорю, я вам уже жаловалась, что случайно сломала. У этой орхидеи тоже маленький цветонос растет. В принципе, на каждой орхидее сейчас где-то малюсенькие цветоносики, они растут. Буду вам чуть попозже все это показывать. Сделаю обзор своих орхидей, наверное, на подоконнике. Вот видите, совсем вот такие вот маленькие цветоносики. Вот. Они растут практически у каждой орхидейки есть. И корни. Кроме вот этого цветоноса, почти у всех орхидей сейчас вовсю также пошли расти и корни. Есть орхидеи, которые не дали цветоноса, но у них растут корни. Потому что, как опять же, фосфор и калий у нас идет именно для корней и цветоноса. И просили напомнить схему полива этим препаратом. Поливаем в 3 этапа. Первый раз, когда орхидеи еще нет вообще цветоноса, для того, чтобы орхидея зацвела. Второй раз поливаем, когда вот цветоносик только-только появился. А третий раз будем поливать, когда у орхидеи готов распуститься первый бутон, но до его распуска. Если же вы полили орхидею первый раз, и в течение 3 недель цветоносик не появился, я вам это показывала, то проливаем через 21 день орхидеи еще раз. И вот, кстати, я свои орхидеи проливала некоторые 2 раза, и после второго пролива буквально через неделю орхидеи пошли расти цветоносики. Как разводить? Берем, набираем литр теплой прокипяченной воды, и идет 1 грамм вот этого препарата на 1 литр воды. Опять же, не обязательно вот этого производителя. В прошлом году, например, я использовала буйское удобрение активно. А в этом году просто не нашла буйское удобрение в маленькой дозировке. Идет как-то по полкилограмма оно. А вот это 120 грамм мне очень удобно. Я посмотрела, по-моему, я вам рассказывала про него, что оно бельгийский. Вот этот препарат расфасован в России. Второй раз я свои орхидеи проливала в этом году вот этим препаратом. Результат хороший, мне нравится. Давайте вместе с вами, вот эту орхидею я уже поливать не буду, она 2 раза пролита, а вот на леодорке, я вам тоже показывала, что вот буквально, видите, цветоносик только-только появился. Вместе с вами ее прольем, чтобы увидеть все это на практике. В прошлом видео я вам показывала вот этот термоковрик черный, который здесь лежит, который я заказывала с AliExpress. Ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео. Обращу внимание, единственное, что я его не собираюсь сейчас включать. Этого не нужно. Это именно у меня в зимний период, когда будет большой мороз. Потому что в таком случае у меня подоконники все-таки промерзают. В прошлые годы, как многие писали, есть разные подручные средства. И положить туристические коврики, еще что-то придумать. Да, можно, я это делала. Но все-таки хочу попробовать термоковрик. Я думаю, и красивее это будет, и удобнее.
Потому что есть такое видео, я вам показывала, как защитить орхидеи от холода подручными средствами. И вот в прошлом году мне пришлось просто убрать орхидеи с окна где-то на 2 недели, потому что был мороз. Так, все, перемешали. Также мне задавали вопрос, чем я поливаю орхидеи не только для корней и цветения, но и для такой хорошей листвы. Нет одного препарата для того, чтобы вы полили, у вас выросли только корни, только цветоносы или листья. В любом случае это комплекс мероприятий и для цветения, и для роста корней, и в том числе для листвы. То есть это хороший должен быть базовый уход. Также у меня есть видео про досветку, про базовый уход для орхидей. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. В частности, это должен быть правильно отрегулированный полив, обязательно комплексное удобрение применяем. Свет, нужное количество часов для орхидеи, влажность и температура. И вот только комплекс мер дает результату, что у вас хорошая стоит листва у орхидей, хорошие корни, и орхидейки цветут. По удобрениям я применяю и Бонафорта, и буйское удобрение, просто комплексное удобрение. Еще применяю какое-то польское у меня сейчас есть. Я его попробовала, я вам как-то в одном из видео показывала. Ну, вау-эффекта я не увидела, поэтому даже нет смысла его вспоминать и брать баночку и показывать. Все-таки больше Бонафорта и буйская, как-то их чередую. Смотрите, заполнила горшок. Орхидея, горшок с орхидеей стоит в вазоне. Вот где-то на 2/3. И так буквально 5 минут у меня вот эта леодорка постоит, напитается. И вот у леодорки, кстати, тоже есть, видите, старый цветонос. Я его не обрезала. Вполне возможно, что он продолжит рост и тоже будет еще цветение. Смотрите, какие просто огромные листья у этой орхидеи. Мне уже казалось, вот этот лист это максимум. Но вот вырос еще длиннее лист. Орхидейка, вот это, конечно, занимает на окошке очень много места. Кто хочет приобрести леодору, сразу на это рассчитывайте, потому что эта орхидея у меня всегда стоит где-то в углу подоконника, чтобы ее листья не лежали, вот смотрите, на батарее, потому что уже рядышком не были над батареей, поэтому ей приходится всегда стоять в углу. Так, здесь у меня остался препарат, поэтому я сейчас тоже полью, например, вот эту детку. Для корней, видите, у меня был пенечек, на пенечке какая выросла детка. Просто огромная детка на пеньке орхидеи. Вот у меня растет, поэтому препарат не выливаем. Препаратом этим можно полить любую орхидейку. Не обязательно, которой мы хотим дождаться цветения. Фосфор, калий для орхидеи все равно будет замечательно. Также хочу поделиться с вами еще таким моментом. Я уход за своими орхидеями стала записывать в отдельный блокнот. То есть полив, какого числа и чем поливаю орхидеи и записываю. Опрыскивание листьев также туда записываю. Именно для того, что орхидей уже стало очень много, чтобы самой даже отследить, какое средство было, что помогло, какой полив был, чтобы эти же 3 недели, например, когда я поливаю калием, удобно было записать и потом не думать, когда я ее поливала. Потому что обычно потом ищу свои старые видео, чтобы посмотреть, когда примерно я ее поливала. Результаты хорошие, но опять же, не только монофосфат калия, либо монокалий фосфат, и тот препарат, они одинаковые. Может называться и монофосфат калия, может называться и монокалий фосфат. Мне еще в комментариях писали, что некоторые используют селитру калия. Сама не использовала, не знаю, не проверяла, но говорят также, что очень хороший результат. Кто еще применял селитру калия, поделитесь, пожалуйста, своими результатами. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!